Глава 17. Холдены и Кассиди приехали в церковь еще до начала богослужения. Они сели вместе, и в этом не было ничего необычного. Только теперь Трейс и Кассиди сидели немного ближе друг к другу. Они обсуждали услышанное от Райлана, шерифа Кадерли и Абби. Но тут Кассиди заметила, что Трейс смотрит куда-то в сторону. «На что ты смотришь?» – спросила Кассиди и проследила за взглядом Трейса. «На твои волосы», – признался он. «Мне нравится, когда ты распускаешь их». «Спасибо», – сказала она. На мгновение их взгляды встретились, но потом оба отвели их в сторону. Новизна их положения была и сладостной, и трудной. Но вскоре должна была начаться проповедь, и им нужно было перестать на время думать друг о друге. Абби Фистер не пришла к началу богослужения. Она проскользнула в зал, когда Райлан уже читал проповедь. Не снимая пальто, она села сзади, и было видно, что она собиралась внимательно выслушать каждое слово. Райлан говорил о страхе Божьем, но также и о духовном голоде. «Насколько сильно вы жаждете Божьих благословений?» – спросил Райлан. «Наш грех не дает Богу благословлять нас так, как Он хочет. Он ждет, чтобы излить на нас свои благословения, но слишком часто наш грех препятствует этому. Откройте вместе со мной Псалом 118. Будем читать с 57 стиха. «Удел мой, Господи, — сказал я, — соблюдать слова Твои». Вы услышали в этом стихе обещание? Принятие Божьего Слова со всей серьезностью. Теперь следующий стих. «Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему, размышлял о путях моих». Райлан остановился посредине 59 стиха и поднял глаза. Я снова и снова перечитывал эти слова. Размышлял о путях моих. Как часто я останавливаюсь и задумываюсь о том, что я буду делать дальше. Выслушайте вторую часть этого стиха, а также следующий стих. «И обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои». Вы слышали это? Автор этих слов останавливался и думал о том, что он делает. Он спешил исполнять Божьи повеления. Он понимал, что жаждет Божьих благословений. Но для того, чтобы получить эти благословения, должны быть соблюдены Божьи заповеди. Абби не пропускала ни слова, даже из тех, которые она не совсем понимала. У нее возникли несколько вопросов, но когда Райлан закончил проповедь и попросил общину склонить головы для завершающей молитвы, она тихонько вышла из церкви. Она была бы рада поговорить с Райланом о том, что услышала сегодня, но при этом не была уверена в том, что доверяет другим, собравшимся в церкви. Люди, как обычно, общались после богослужения. Пока Хезер и Кассиди разговаривали, Чес поймал Трейса, прежде чем тот успел сделать несколько шагов. «Мне показалось, или это правда?» – спросил Чес, что ваши отношения с нашей Кассиди немного потеплели. Трейс не стал прятать улыбку, и Чес улыбнулся ему в ответ. «Я хочу сказать только одно». Чес понизил голос. «Что? Пора. Пора». На этот раз Трейс засмеялся вслух. «А то я уже начал думать, что вы просто слепые», признался Чес. Трейс все еще смеялся, когда Чес похлопал его по плечу и ушел. «Джанет приглашает нас на обед», сказал Брэд Трейсу после того, как Чес ушел. «Хорошо», сказал Трейс без большого энтузиазма, и Брэд внимательно посмотрел на него. «В чем дело?»
Я сказал Касс, чтобы она планировала ехать обратно с нами, чтобы мы могли поговорить. Я уверен, что это можно организовать и в гостях у Джанет. Там есть где поговорить, и я знаю, что она будет не против. Трейс кивнул, и Брэд сказал, что позаботится о том, чтобы Джанет была в курсе дела. Трейс пошел искать Кассиди и сообщил ей об изменении планов. Через 10 минут все Холдены вместе с Джанет, Хезер и Кассиди забрались в фургон Холденов, чтобы ехать. «Как у тебя дела, Чандлер?» – спросил Райлан молодого человека, когда церковь почти опустела. «Лучше», – ответил Чандлер откровенно. «Как вы?» «У меня все хорошо. Спасибо за то, что спросил. Мы можем поговорить о том, что тебя беспокоит». Чандлер кивнул, признавая себе в том, что он будет чувствовать себя лучше, если поделится тем, что с ним происходит. «Если ты не возражаешь против того, чтобы разделить мою трапезу», – предложил Райлан, – «то добро пожаловать ко мне на обед». «Я не возражаю», – согласился Чандлер. И когда последние прихожане ушли из церкви, оба мужчины отправились в дом к Райлану. На кухне было тепло. Райлан стал подогревать вчерашнего цыпленка, клецки и ломоть хлеба. «Вы сами испекли этот хлеб?» – спросил Чандлер. «Нет, у меня иногда выходит неплохой хлеб, но этот мне передала через Хезер Джанет. У Бекки получается удивительный хлеб». Пока Райлан готовил еду, они начали разговор с Чандлером. «У меня было чуть больше дел, чем обычно», – сказал Чандлер. «Многие сейчас строят или ремонтируют дома. Люди пытаются все доделать до того, как ударят холода. А стройка всегда предполагает необходимость в деньгах». «Это неплохо для банковского бизнеса», – заметил Райлан. «Да, верно», – согласился Чандлер, но его голос звучал не особенно радостно. Райлан решил копнуть глубже. «Что тебя беспокоит?» «Я слишком поздно осознал свои чувства к Кассиди», – ответил Чандлер прямо. Райлан кивнул и продолжал слушать. Он, как и Чез, заметил перемену, которая произошла в отношениях Кассиди и Трейса. Трейс признался ей в любви, и ясно, что Кассиди чувствует то же самое. Я думал, что, может быть, она неравнодушна ко мне, но, похоже, я ошибался. «Ты никогда не говорил с ней об этом?» – спросил Райлан. «Нет. Я хотел понять это как-нибудь без вопросов. Почему в тот самый момент, когда Трейс сказал мне, что я не могу рассчитывать на Кассиди, я понял, что она просто создана для меня?» «Может быть, ты соперничал с Трейсом и сам не отдавал себе в этом отчет?» «До тех пор, пока он соблюдал дистанцию, ты чувствовал себя свободным и не хотел ни о чем думать и принимать решений относительно Кассиди. Не хотите ли вы этим сказать, что как только я переживу свое поражение, я пойму, что вообще никогда и не любил Кассиди?» «Значит, ты полагаешь, что все-таки любишь ее?» «Да, люблю», признался Чандлер с тяжелым сердцем. «Кроме того, я очень нехорошо поступил с ней. Я попросил прощения у нее и у Бога, но все равно чувствую себя ужасно». На протяжении следующих 2 часов мужчины говорили обо всем, что произошло в жизни Чандлера за последние 10 лет. Ему было в чем каяться: гнев, страх, ревность, и ему стало легче, когда он рассказал об этом Райлану. Конечно же, Райлан не мог обещать ему, что Кассиди станет его женой. Пастору казалось, что Трейс и Кассиди нашли общий язык. Но все же Чандлер почувствовал себя лучше после того, как излил пастору душу. К тому времени, когда Чандлер покинул дом Райлана, его лицо намного посветлело. Он не мог думать о Кассиди без боли, но он также принял слова Райлана в своем сердце. Чандлер помолился о Кассиди и ее будущем, прося Бога благословить ее жизнь,
даже если он никогда не будет играть в ней существенной роли. Когда обед закончился, Трейс и Кассиди устроились в маленькой гостиной. Дверь была открыта, в камине весело горел огонь, но они сидели рядышком в креслах, чтобы поговорить и согреться в этот холодный день. «Меня беспокоит намерение мистера Брикеля относительно тебя», признался Трейс. «Я не хочу, чтобы ты оставалась в таком положении. И я не хочу, чтобы он вбил себе в голову, что ему нужно принять более решительные меры, чтобы добиться тебя». «Почему ты думаешь, что это может произойти?» «Я не думаю, что это произойдет, но я вполне могу себе это представить. Я бы предпочел, чтобы ты не ходила в его дом даже для того, чтобы доставить заказ». Кассиди кивнула. «У него были большие заказы, но в данный момент они уже не имеют такого значения». «И ты должна объяснить ему все, что нужно», – добавил Трейс. «Ты еще не сшила платье, и мы не говорили с Райланом о дате свадьбы, но это не означает, что свадьбы не будет». Кассиди кивнула, вдруг почувствовав, будто ее обдало жаром, но совсем не от близости огня. Ей стало еще жарче, когда Трейс заговорил снова. «Так что передай мистеру Брикелю, что один ранчеро очень сильно тебя любит, и ему не нравится его приставание». И снова Кассиди только кивнула, понимая, что она, должно быть, покраснела. «И я скажу ему», – с трудом выговорила Кассиди, но ее голос был очень тихим. «Хорошо, что мы не сидим на диване», – сказал Трейс. Мягкий взгляд Кассиди оказывал на него сильное действие. Им нужно было обсудить еще многое, и им это удалось. Трейс благоразумно продолжал сидеть с одной стороны камина, тогда как Кассиди сидела с другой. Кассиди старалась успокоиться и заснуть. Она была совершенно уверена, что к этому времени уже должен был прийти ответ от ее матери, но он все не приходил. «В такие моменты мне трудно доверять тебе, Господи», – молилась она в воскресенье вечером, лежа в постели. «Означает ли, что все хорошо, если я получу завтра письмо? Или же хорошо сейчас, потому что ты руководишь всем?» Кассиди знала, что ответ на этот вопрос был мерилом ее веры. Ее вера оказалась ей сейчас очень маленькой. Она беспокоилась о матери и ощущала глубокую потребность общения с ней. Потом она все же заснула с мольбой к Богу напомнить ей, что он бережет Ронду Силклер там, где она находится, и что Кассиди может доверять ему, что бы ни случилось. В понедельник утром Райлан нашел в своей двери записку. Он не знал, появилась ли она рано утром или поздно вечером накануне. Он не слышал никаких шагов или шума. Он вышел, чтобы идти в конюшню к Питу Стилвеллу и узнать, насколько там нуждаются в его помощи на этой неделе. Но вместо этого он снова вошел в дом и прочитал записку. Записка была от Кассиди. «Дорогой пастор Райлан, если вы найдете это приемлемым, я бы хотела рассказать свою историю членам нашей общины. Они были добры и приветливы ко мне, но я бы чувствовала себя лучше, объяснив всем, почему я приехала в Токен-Крик как Кассиди Нортон, а не Кассиди Синклер. Если у вас на этой неделе найдется время обсудить это со мной, я была бы рада получить от вас весточку. Искренне ваша Кассиди». Райлан положил письмо в карман и подошел к двери. Он пойдет в конюшню и, возможно, даже проведает Абби. Но он также постарается найти время, чтобы нанести визит Кассиди. И сегодня же, если получится. «Как дела?» – спросила Джанет у Кассиди в понедельник утром, поскольку у нее не было возможности пообщаться с ней накануне. «Все хорошо. Дела в мастерской по-прежнему идут хуже, чем мне бы хотелось. Но пока что мне еще не приходится тратить мои сбережения». «Вот об этом я и хотела поговорить с вами», – сказала Джанет,
присаживаясь на один из стульев и ожидая, пока Кассиди сядет на другой. «Я полагаю, что в ближайшее время вы с Трейсом назначите дату свадьбы». Кассиди улыбнулась. «Я тоже так полагаю». «Так и будет». Джанет не выдержала и засмеялась, но затем продолжила разговор. «Скажите мне вот что. Если бы Трейса не было на горизонте, и вам пришлось бы принимать решение относительно будущего вашего бизнеса, что бы вы сделали?» «Ничего особенного. До тех пор, пока у меня были бы деньги, чтобы оплачивать счета, я бы продолжала ждать. Когда у меня уже не будет хватать денег, чтобы покупать ткань и другие необходимые вещи, дрова, продукты, тогда мне придется что-то предпринимать». «Как вы думаете, когда вы будете знать об этом?» Кассиди смотрела куда-то в пространство и размышляла вслух. «Сегодня 4 октября. У меня есть немного заказов, но я не хочу остаться совсем на мели. Лишь бы во что бы то ни стало продолжать это дело. Я думаю, что если в ближайшее время заказов не станет столько, сколько было раньше, то к концу месяца я закрою бизнес». «А что, если бы магазин был открыт всего несколько дней в неделю?» «Это ничего не изменит, если только я не найду еще одну работу. Я не плачу аренду за здание, поэтому мне не нужно учитывать этот расход. Но, как я уже сказала, мне нужно чем-то питаться и пополнять запасы ткани». Джанет задумалась, и Кассиди наблюдала за ней. Однако не прошло много времени, как ее все же одолело любопытство. «К чему вы клоните, Джанет?» «Ну, может быть, это только мечта, которая никогда не исполнится. Но если у вас по-прежнему будет достаточно работы, и вам не придется закрывать магазин, то я хотела бы выкупить у вас этот бизнес». Кассиди выглядела потрясенной. Но Джанет еще не закончила. «Вчера я говорила с Брэдом об этом, и он не видит причин, чтобы мне не попробовать. Я не хочу держать магазин открытым каждый день, как это делаете вы. Возможно, он будет открыт всего 4 дня в неделю. Но я все равно хотела бы заняться этим бизнесом, если жители Токен-Крик окажут мне поддержку». «Джанет!» – начала Кассиди, но она не находила слов. «Как вы думаете, я справлюсь?» «Да, вы отлично шьете», – сказала Кассиди, и она действительно так думала. «И мне кажется, что работа через день – это идеальное решение. А если работы накопится слишком много, я смогу нанять кого-нибудь в помощники или даже посылать часть заказов вам, если вы будете заинтересованы в них». «Я очень заинтересована, но вы понимаете, что я владею зданием». «Да, я бы выкупила его у вас и, возможно, сдала квартиру в аренду. И если по какой-то причине у меня ничего не получится, то я могла бы сдавать помещение в аренду какому-то другому бизнесу». Кассиди не удивилась ходу ее мыслей. В том, что касалось бизнеса, у Джанет была светлая голова. «Ну, – сказала Кассиди с улыбкой на лице, – если бизнес сохранится, то мы договорились». Джанет протянула руку. Они пожали друг другу руки и засмеялись, как две девчонки, а потом обнялись. Джанет хотела узнать кое-какие детали относительно ведения дел, в которых она не была уверена, но ничего особенно нового она не услышала. Джанет и так была в курсе того, как вела дела Кассиди, и того, что бизнес был прибыльным, пока в город не приехал Эдсон Синклер. Джанет уже собралась уходить, когда Кассиди вспомнила еще об одном деле. «Хирам Брикель не заплатил за последний заказ». «В самом деле?» – удивилась Джанет. «Так дело не пойдет. Я просто пойду к нему и попрошу вернуть деньги». «Вам не нужно этого делать», – сказала Кассиди спокойно. «Трейд сказал, что он сам поговорит с мистером Брикелем, если я не смогла
выразиться достаточно ясно. Но я решила оставить все как есть. Я упомянула это только за тем, чтобы вы не удивлялись, когда увидите несоответствие в бухгалтерской книге». Джанет задумалась, после чего сказала: «Мне нужно увидеться с Чандлером в банке. Особняк Брикеля находится всего через 2 квартала. Я просто зайду и посмотрю, способен ли самый богатый житель Токен-Крик оплатить собственные долги». Кассиди невольно засмеялась, глядя на несчастное выражение лица Джанет. Она проводила Джанет на улицу и, все еще улыбаясь, глядела вслед ее закутанной фигуре, удалявшейся от магазина. Она помолилась, чтобы день Джанет прошел хорошо, а также о том, чтобы Хирам спокойно расстался с деньгами, которые он задолжал швейной мастерской. «Добрый день!» – приветствовал Халстон обаятельную женщину, стоявшую на пороге их дома. Он вспомнил, что видел ее в швейной мастерской. «Здравствуйте!» – поздоровалась Джанет в ответ. «Я пришла сюда от имени Кассиди Нортон. Она сказала мне, что мистер Брикель должен ей деньги за последний заказ. Пожалуйста, войдите», – пригласил Халстон. «Я спрошу у мистера Брикеля». Джанет огляделась со своего места у дверей и увидела то же, что видела и Кассиди, когда пришла сюда в первый раз. Здесь все было очень красиво. Потолки были высокими, и каждая деталь свидетельствовала о том, что денег на обстановку здесь не жалели. «Где Кассиди?» – спросил Хирам, который неожиданно появился в холле и подошел к Джанет. «Она в магазине», – спокойно ответила Джанет. «Я шла в эту сторону и сказала ей, что зайду за деньгами». «Вы тетя Трейса Холдена?» – начал Хирам, пристально глядя на нее. «Да». «Она действительно собирается выйти за него замуж?» «Да», – сказала Джанет, радуясь тому, что за прошедшие выходные этот факт получил такую огласку. «Когда?» «Они еще не сообщали мне дату свадьбы». После этих слов на некоторое время воцарилась тишина. Джанет не знала, что ей делать, поэтому она просто молчала. Когда же Хирам заговорил, его голос был тихим и ровным, но в глазах пылал гнев. «Халстон заплатит вам. Передайте Кассиди, что я больше не буду ее беспокоить». Джанет не дали времени что-либо ответить. Хирам также неожиданно скрылся за дверью, из-за которой перед этим появился и закрыл ее за собой. Халстон поспешно принес Джанет деньги для Кассиди и вежливо проводил ее до дверей. Джанет направилась к банку, в душе жалея Хирама Брикеля. То, что Кассиди должна была выйти за Трейса, было более чем очевидно. Джанет думала о том, поймет ли это когда-нибудь этот человек и перестанет ли он жалеть себя. Из-за холодов листья на деревьях стали быстро менять свой цвет на красный, желтый и оранжевый. Холмы, которые окружали город, превратились в разноцветный калейдоскоп. Во вторник немного потеплело, в Токен-Крик началось бабье лето. Люди стали чаще выходить на улицу, и Кассиди почувствовала возросшую активность, как только открыла магазин. Первая клиентка не заставила себя долго ждать. Миссис Алиотта пришла сразу после открытия. Она приходила всего один раз за всю историю бизнеса Кассиди, но у Кассиди все равно сохранились снятые ею мерки. «Я не для себя», – сказала миссис Алиотта. «Моему мужу нужны рубашки. Он говорит, что они ему не нужны, но на самом деле это не так». «Вы знаете его размер?» – спросила Кассиди. «Нет,
нам придется гадать». Кассиди была не в восторге от этой идеи, но миссис Алиотта могла заказать все, что хотела. По крайней мере, она знала Трейса и Брэда и смогла рассказать Кассиди, что ее муж был не таким высоким и широкоплечим, как они. Дама ушла, оставив Кассиди свой неожиданный заказ. У Кассиди не было ни малейшей уверенности, что из этой затеи что-то выйдет. Она старалась вычислить в голове уменьшенную версию рубашки Брэда. Миссис Алиотта выбрала такую же ткань, когда отворилась дверь и вошел Райлан. «Привет, Касси!» – поздоровался великан. «Я получил вашу записку». «Что вы об этом скажете?» – спросила Кассиди. «Мне понравилась ваша идея. Я хочу, чтобы среди прихожан нашей церкви была открытость в таких вещах. Я даже собираюсь сократить свою проповедь, чтобы у людей осталось время задать свои вопросы, если вы не возражаете против этого». Кассиди и сама не знала, почему ей так хотелось расплакаться. Для нее было большим облегчением поговорить об этом и понять, что Райлан поддерживает ее. «Что думает об этом Трейс?» – спросил Райлан. «Эта идея пришла мне в голову сегодня утром, и я написала вам короткую записку. Я расскажу об этом Трейсу в среду». «Хорошо. Если по какой-то причине он будет возражать, то дайте мне знать». «Я так и сделаю», – согласилась Кассиди, с нетерпением ожидая услышать мнение Трейса. «И когда же свадьба?» – спросил Райлан без предупреждения. Его глаза весело искрились. Кассиди замерла и уставилась на него, из опыта зная, что он был любитель пошутить. «Не понимаю, о чем вы говорите?» – сказала она с невинным видом. «Должно быть, вы думаете, что я ничего не вижу, стоя за кафедрой?» «И что же вы видели?» – не могла не спросить Кассиди. «Двоих людей, которые вдруг стали ближе друг к другу, чем просто друзья». «Вы что-то имеете против этого?» – спросила Кассиди. «Против этого?» – переспросил Райлан, зная обоих достаточно хорошо, чтобы позволить себе подобную смелость. «Я не понимаю, почему этого не случилось раньше!» Кассиди счастливо засмеялась. Заручиться благословением Райлана, хоть она в нем и не сомневалась, было большим делом. Они все еще говорили о переменах, которые произошли между ней и Трейсом, подружески общаясь друг с другом, когда появился еще один клиент. Пообещав связаться с ней позже на неделе, Райлан пошел на работу. А Кассиди вскоре получила еще один заказ. Глава 18. «Как дела?» – спросил Райлан у Ампи. Она проходила мимо конюшни во вторник, как раз в то время, когда он заканчивал работу, и они пошли вместе, беседуя по дороге. «И я не знала, что в Библии написаны такие вещи», – сказала Ампи, ощущая тревогу по поводу услышанного на проповеди. Но вместе с тем в ее душе затеплилась надежда. «Что именно вы имеете в виду?» – уточнил Райлан. «То, что грех не дает Богу возможности благословить нас». «И что вы об этом думаете?» «Мне это не нравится». «Мне тоже. Именно поэтому я предпочитаю повиноваться Богу. Я хочу, чтобы Он меня благословлял». Абби слегка фыркнула. «Возможно, вы ничего другого и не знаете». «Вы знаете, что это неправда», – поправил ее Райлан. «Я сказал вам, что грешу каждый день. Я нуждаюсь в спасении не меньше вашего». «И я боюсь», – призналась Абби настолько тихо, что Райлан едва расслышал. «Чего?» Абби не ответила ему. Они вместе шли дальше, но она продолжала молчать. «Вы хотите рассказать мне об этом?» – спросил он после того, как они прошли еще один квартал.
Абби остановилась и посмотрела на него. «Я хочу получить то, что у вас, но я боюсь. А вы знаете, что именно пугает вас? Просто Бог. И я боюсь не угодить ему и лишиться его благословений». Райлан кивнул. «Когда я чувствую себя подобным образом, я утешаюсь его словом. Оно полно наставлений, адресованных его детям. А что, если я не отношусь к их числу? В таком случае это первое, о чем вам нужно позаботиться, Абби». Больше она не спорила. Внезапно поняв, что этот человек прав, Абби попросила Райлана помолиться с ней прямо там, где они были. Приняв то, что Христос умер из-за ее грехи, Абби полностью доверилась тому, что Христос сделал для нее на кресте, и отдала в его руки свою жизнь. «Спасибо, Чендлер», – сказала Кассиди банкиру. «Пожалуйста», – произнес он в ответ. «Приятно, когда ты что-нибудь приносишь». Кассиди слегка покачала головой. «Я думала, что с бизнесом все кончено, но сейчас мне кажется, что еще не время закрывать магазин». «Я рад за тебя, Касси», – сказал Чандлер. И он говорил это искренне. Он продолжал страдать из-за этой девушки, но это никак не означало, что он не желал ей самого лучшего. Кассиди пошла домой. Она уже заходила к Джесси. Письма от матери по-прежнему не было. По дороге к своей квартире Кассиди приняла решение. Она напишет матери еще одно письмо. Не было гарантии, что она получила первое, поэтому она просто сделает еще одну попытку. «Я надеюсь, что ты читаешь эти строки, даже если ты не сможешь написать мне ответ». Так Кассиди начала свое второе письмо, даже не приступив к приготовлению ужина. В первом письме она была краткой. Она была слишком взволнована, чтобы писать много, сообщила лишь то, что с ней все в порядке и что теперь они могут снова переписываться. Во второй же раз Кассиди поведала матери о своей жизни, о Трейси и местной общине и своем бизнесе. «Много месяцев Джанет работала вместе со мной», – пояснила она в конце письма. «Она намного старше меня и не нуждается в деньгах, но ей нравится шить. Я не могу себе представить, как трудно мне было бы без нее. И она хочет выкупить мой магазин. Сегодня мы обсудили и составили план действий. Она пытается держать магазин открытым не каждый день, но при этом она хочет сохранить бизнес. Мы с Трейсом используем вырученные деньги, чтобы построить дом. Я не могу выразить, как мне приятно писать об этом. Трейс тебе очень понравится. Он поразительный человек. Когда все устроится, у меня не будет препятствий поехать и повидаться с тобой. Возможно, Трейс тоже сможет поехать. Я страшно скучала по тебе. Жаль, что я не могу более детально написать тебе об Эдсоне, но если это письмо застанет тебя в здравии, я не буду беспокоиться об этом. Пожалуйста, напиши мне, как только сможешь, мама. Я хочу знать, все ли с тобой в порядке. Я очень хочу получить от тебя весточку, хоть что-нибудь. Я напишу снова через несколько дней, а тем временем буду надеяться, что с тобой все хорошо. С любовью, Кассиди». Кассиди плакала, подписывая свое имя. Это были не слезы одиночества, но слезы дочери, которая хотела прикоснуться к матери и почувствовать ее объятия. Хоть Кассиди не была очень голодна, она заставила себя поесть. Она провела этот вечер в молитвах, прося Бога помочь ей быть сильной до тех пор, пока она снова не встретится со своей матерью. Когда Кассиди прибыла на ранчо, Трейс и Брэд уже уехали в поле. Она еще не сообщала Трейсу, что теперь по средам она не работает, и было некого винить в том, что ей пришлось самой распрягать лошадь и вести ее в стойло. Мэг была рядом, наблюдая за ее действиями. «Я рада, что Трейс этого не видит»,
сказала Кассиди, думая о том, что ей нужно будет сказать Райлану, что он не останется без работы. Она справилась, но при этом было видно, что это далось ей непросто. «Ничего», – утешала ее Мэг. «А Трей совершенно не умеет пользоваться иголкой». Кассиди это понравилось. Она смеялась всю дорогу до дома, потом, вымыв руки, взяла саванну из рук матери. «Доброе утро!» – прошептала Кассиди малышке, целуя ее в щечку и прижимая к себе. «Как сегодня поживает моя саванна?» «Она не в духе», – сказала Мэг сухо. «Все эти улыбки, которые ты видишь сейчас, сплошное притворство». «Неужели?» – спросила Кассиди малышку. «У тебя плохое настроение?» Обе женщины засмеялись, когда в ответ Саванна блаженно улыбнулась. «Мэх!» – пошутила Кассиди. «Я думаю, что тебе не следует рассказывать мне все эти сказки. Этот ребенок – настоящий ангел. Всего за 10 минут до того, как твоя тележка заехала во двор, этот ангел кричал так, как будто я его щипала. И что ты сделала, чтобы она перестала?» Я положила ее в кроватку и ушла. Я дала ей некоторое время поплакать. Когда она замолчала, я зашла, чтобы взглянуть на нее. Она нашла какую-то точку на люльке и загляделась на нее. Как будто в подтверждение слов матери об ее настроении, Саванна снова начала беспокоиться. Кассиди попыталась отвлечь ее, но из этого ничего не вышло. Тогда Мэг взяла ее на руки и кормила, пока девочка не уснула. Все это время женщины продолжали разговаривать. «Как прошло для тебя воскресенье?» – спросила Мэг. «Вы с Трейсом говорили о свадьбе?» «Мы не говорили о дате свадьбы, а только о том, что она будет». Мэг кивнула. Она не хотела внушать своей подруге какие-то негативные мысли, но ей показалось, что в их отношениях чего-то не хватает. «Трейс говорит тебе, что он тебя любит?» Он говорил об этом в воскресенье, и мне было приятно это слышать, но я все равно хочу поговорить с ним на эту тему. О чем именно? Мы очень много говорим о моих проблемах, и у нас не остается времени, чтобы обсудить наши отношения. И я хотела бы больше узнать о его чувствах. Я думаю, что он сможет рассказать тебе, сказала Мэг, не боясь, что она что-то выдаст. Брэд говорил с ним о тебе задолго до теперешних событий. И что сказал Трейс? Но он сказал, что он ничего не предпринимает из-за Чандлера. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к недостатку чувств. Кассиди улыбнулась, и Мэг улыбнулась вместе с ней. «Мы будем соседками», – сказала Кассиди подруге с улыбкой. «Соседками?» – спросила Мэг с тихим смехом. «Без денег вам не построить дом. Ты будешь жить здесь». Кассиди широко улыбнулась и сказала. «Джанет выкупает мой бизнес, так что у нас будут деньги на постройку дома». «Вот это да!» – воскликнула Мэг, не в силах поверить в эту неожиданную новость. Они стали обсуждать разные планы постройки дома, сколько времени для этого потребуется, и как сильно Кассиди хотела бы, чтобы дом у них был с большим крыльцом. Они проговорили все время, пока Саванна спала, и потом Мэг снова стала кормить ее. Почти 2 часа они даже не приступали к шитью. Вернувшись домой, Трейс заметил еще одну лошадь в амбаре. Он не знал, что Кассиди собиралась приехать пораньше, и сразу же направился в дом. Он прошел через кухню, помыл руки и зашел в гостиную. Он застал Мэг одну, но не обманулся. «Где она?» – спросил он невестку. «Кто она?» – спросила Мэг, как ни в чем не бывало. «Скажи мне, Мэг!» – продолжал настаивать Трейс с довольным видом. «Неужели она действительно думала, что я не замечу лошадь и тележку, поставленную прямо рядом с амбаром?»
Мэг только улыбнулась, и Трейс начал оглядываться по сторонам. Он обошел второй этаж, зашел в кабинет, обратно в гостиную и затем на кухню. В углу располагалась довольно большая кладовка, и он заметил, что Кассиди как раз выходила из нее. Она хотела спрятаться и обежала вокруг дома, но Трейс слишком хорошо знал этот дом. Метнувшись в дверь, которая вела из гостиной, он поймал Кассиди в заднем холле, прежде чем она успела добежать до лестницы. «Как дела?» – спросил ее Трейс, стараясь при этом сохранять дистанцию. «У меня все хорошо». «И я не знал, что ты будешь уже здесь». Кассиди выглядела довольной. «На моем объявлении теперь написано «Закрыто по средам и воскресеньям». Трейс улыбнулся и посмотрел на ее волосы. «Ты снова подняла волосы наверх. Теперь снова потеплело?» «А-а-а», произнес Трейс, которому подобное никогда не приходило в голову. «Мне нужно многое тебе рассказать», сказала Кассиди, думая о предложении Джанет. «Но сегодня я хочу поговорить о нас». «Хорошо. С чего ты хочешь начать?» «У тебя сейчас нет времени, верно?» «Я освобожусь примерно через час. Это подойдет?» Кассиди кивнула и слегка вздохнула, просто радуясь тому, что находится рядом с ним. Она не видела его с воскресенья. Подождать еще 1 час было нетрудно. «Ты знал, что Джанет хочет выкупить мой бизнес?» – спросила Кассиди. Все ее планы говорить только о них двоих вдруг вылетели из ее головы. «Я узнал об этом только после того, как мы приехали домой в воскресенье вечером, когда Брэд рассказал мне». «Я просто в восторге, Трейс. Я думаю, что в Токен-Крик достаточно возможностей для того, чтобы продолжать этот бизнес. Я думаю, у Джанет все получится». «У тебя сегодня были заказы?» «Вчера поступило целых 5. И Джанет сходила к Хираму Брикелю и получила за меня деньги». «Как ей это удалось?» Кассиди рассказала ему всю историю, и Трейс почувствовал большое облегчение. Во время прогулки он не прикасался к Кассиди, но только взял ее за руку. Он и сам до конца не отдавал себе отчета в том, как сильно он волновался, находясь рядом с ней. «Хорошо», – произнес он тихо, и Кассиди посмотрела на него. «Ты беспокоился?» «Да», – признался Трейс, посмотрев на нее. Какое-то время они молчали, вспоминая прошедшие дни и пережитые события. «Вчера я сделала кое-что еще», – сказала Кассиди через несколько минут и затем рассказала ему о своей записке Райлану. «В это воскресенье?» – спросил Трейс. «Да. Что ты об этом думаешь?» «Я думаю, что это хорошая идея. Возможно, это будет нелегко для тебя, но мне нравится идея того, чтобы желающие могли задать тебе вопрос. Рано или поздно люди все равно узнают о том, что случилось». «Я так и подумала. Я рада, что ты не возражаешь». «Неужели ты думала, что я буду возражать?» «Нет, но Райланд спросил меня о том, что ты думаешь. И до меня вдруг дошло, что у меня еще не было возможности спросить у тебя. Райланд сказал, что в случае необходимости все можно отменить». «Если ты готова к этому, то я думаю, что так и следует сделать». «Возможно, от волнения я почти ничего не услышу из проповеди», призналась Кассиди. «Я перескажу тебе позже», обещал Трейс, и Кассиди было очень приятно, что он понимал ее состояние. У Трейса были кое-какие дела, которые ему еще нужно было сделать до ужина, поэтому они пошли обратно к дому. Тут Кассиди поняла, что они совсем не поговорили о будущем. Она старалась быть терпеливой и была рада помочь Мэг с ужином, но у нее были свои планы. После ужина она хотела побыть наедине с Трейсом. «Ты выглядишь усталой», – сказал Брэд Мэг, застав ее одну в столовой.
Трейс, Кассиди и Саванна были на кухне. «В самом деле?» – удивилась она. «Я чувствую себя хорошо». «Я так не думаю», – сказал Брэд, сдерживая улыбку. «Я думаю, что тебе нужно лечь спать, как только Трейс поедет провожать Кассиди». Мэг поняла его намек. Для этого потребовалось больше времени, чем обычно, но эффект был таким же, как всегда. Любящий взгляд Брэда вызвал в ней теплые чувства. Она подвинулась к нему за столом поближе под предлогом того, что ей нужно было поправить одну из тарелок. «Я думаю, что ты прав», – сказала Мэг, мягко наслаждаясь тем пламенем, которым загорелся его взгляд. Брэд поцеловал ее и приказал себе быть терпеливым. Трейс и Кассиди должны были уехать всего через пару часов. «Когда ты в первый раз понял, что питаешь ко мне особые чувства?» – спросила Кассиди. Мэг и Брэд мыли посуду. Саванна спала на плече Трейса, и Кассиди сидела рядом с ним на диване в гостиной. «Должно быть в апреле, может быть в мае». «А что случилось тогда?» – спросила Кассиди. «Ты в первый раз пришла навестить мою мать». «Я помню этот день, но ничего особенного тогда не произошло». «Ну, для этого тебе нужно было бы знать, что я подумывал о том, чтобы поближе познакомиться с Лили Карлин». Кассиди кивнула. Она знала Лили, но не очень хорошо. Она была застенчивой девушкой, за которой начинал ухаживать Филипп Леферс. Это было давно. Как-то в воскресенье Джанет пригласила нас к себе одновременно с семьей Карлинов. И я не держу зла на Лили, но она не могла выдержать даже того, чтобы просто побыть с моей матерью на веранде. Ее родители и братья подошли, поздоровались с ней, но Лили стала паниковать. После этого я посмотрел на нее другими глазами. Когда же ты подошла и поговорила с моей матерью, как ты говоришь с другими людьми, я увидел тебя с новой стороны. Нельзя сказать, чтобы я тут же безумно влюбился в тебя, но я начал обращать на тебя больше внимания. И чем больше я наблюдал, тем больше убеждался в том, что ты идеально подходишь для меня. Но ты ничего не говорил об этом. Я не мог понять того, как ты относишься ко мне. Ты была приветлива со всеми, включая Чандлера. Одно время я даже думал, что, возможно, ты неравнодушна к Райлану. Нельзя сказать, чтобы ты делала что-то особенное. Ты была доброй и заботливой со всеми. Кассиди посмотрела на него. Она и понятия об этом не имела, ни малейшего. «Теперь твоя очередь», – сказал Трейс, но не успела она начать, как из кухни пришли Мэг и Брэд. Брэд хотел поговорить о бизнесе Кассиди. «Как вы с Джанет договорились? У вас была возможность это обсудить?» «Она приходила ко мне вчера днем, и мы поговорили об этом. Последние несколько дней у меня было достаточно много заказов, и я думаю, что мой бизнес может выжить. На протяжении этого месяца я планирую передать все дела Джанет. Если все получится, я буду продолжать работать у нее до тех пор, пока она не перестанет нуждаться в моих услугах». «А вы назначили дату свадьбы?» – спросил Брэд. «Еще нет», – сказал Трейс. «Ты волнуешься об этом, Касс?» – хотел знать Брэд. «Нисколько», – ответила она. Ей было достаточно знать, что ее будущее будет связано с Трейсом. Причин торопиться не было. И только на пути обратно в город она узнала, что он не был столь терпеливым. «Погода меняется быстро. Может случиться, что скоро все занесет снегом. И если на земле будет лежать снег, я смогу без проблем доехать до города на санях. Но если начнется пурга или все занесет, и я не смогу увидеться с тобой каждый день, это будет невыносимо. Несколько недель я бы еще выдержал, но не всю зиму». «Так что же нам делать?»
как ты смотришь на то, чтобы сыграть свадьбу в следующем месяце?» «Ты хочешь сказать, что хочешь жениться в ноябре?» – уточнила Кассиди. «Да». Кассиди не ожидала этого. Она не сомневалась в своем желании выйти замуж за Трейса, но она не представляла себе, что это будет уже в следующем месяце. Кассиди все еще обдумывала это, когда тележка остановилась. Она повернулась и увидела, что Трейс внимательно смотрит на нее. «Какие-то проблемы?» «Нет», – быстро ответила Кассиди. Трейс с сомнением поднял брови. «Ты уверена?» Кассиди молчала. «Ты можешь сказать мне?» «Ты понимаешь, что я даже не сказала тебе еще, что люблю тебя?» Сказала она. «И...» добавила она выразительно. «Ты еще не сделал мне официального предложения». «Я хорошо это понимаю», признался Трейс. «Возможно, ты воспринимаешь это как глупости, Трейс, но для меня это не так». «Но для меня это тоже не глупости. Я знаю, что ты любишь меня, и с нетерпением жду того момента, когда ты сможешь сказать мне об этом. И я попрошу у тебя руки, стоя на коленях, но я жду подходящего случая, когда нас никто не перебьет, а до сих пор такого не было». И Трейс снова увидел, как потеплел взгляд Кассиди, и это, как всегда, пронимало его до глубины души. «О чем ты думаешь?» – спросил он. «О том, какой ты чудесный. Я не знала, что ты планируешь это». «Да, мэм», – отозвался он тихо. «Нам нельзя терять голову, чтобы ничего не забыть, но не настолько, чтобы превратить свадьбу в деловую сделку». Кассиди слегка вздохнув, спросила. «И что мы будем делать сейчас?» Трейс посмотрел вперед на дорогу. «Давай заедем к Райлану и спросим его, не найдется ли у него времени поговорить с нами. Мы расскажем ему о том, о чем мы думаем, и пусть он нам что-нибудь посоветует». «А как же Брэд и Мэг? Они готовы к тому, что мы поселимся в вашем доме в качестве мужа и жены?» Трейс улыбнулся и взмахнул поводьями, чтобы ехать дальше. «Перед тем, как я уехал, Брэд спросил меня о том, чего я жду. Я сказал именно об этом, что нам какое-то время придется жить в одном доме. И он отбросил мои сомнения всего 3 словами». «Какими же?» «А кто против?» Кассиди не могла сдержать смеха. Трейс воспринял это как согласие, и они направились к Райлану. «Джанет!» – позвал Трейс свою тетю, когда в тот вечер вошел в парадную дверь ее дома. «Кто это?» – спросила она, выходя из гостиной с книгой в руках и маленькими очками на кончике носа. «Трейс!» «Да. Можно поговорить с вами?» «Конечно. Чем я могу помочь?» «Мне нужна ваша помощь, чтобы сделать сюрприз», – начал Трейс. «Для Касси?» – догадалась Джанет. «Именно для Касси», – ответил Трейс с улыбкой. Джанет едва сдержалась, чтобы не потереть руки от удовольствия. «Я в твоем распоряжении». «Я нашла работу», – сообщила Абби Райлану, поймав его на пути в конюшню в пятницу утром. «И где вы теперь работаете?» – поинтересовался Райлан. «В газете». «Вы туда устроились?» «Я отнесла часть моих историй издателю, и он купил 2». Райлан улыбнулся и спросил. «А после этого вы сможете включить их в свою книгу?» «Я над ней больше не работаю». «Почему?» Абби покачала головой, она уже не выглядела такой взволнованной, как раньше. «Я не знаю», – наконец сказала она. «Просто сейчас мне почему-то не хочется». «Хорошо», – сказал Райлан. Он не был уверен в том, что книга приносила ей какие-то деньги. Он никогда не спрашивал, а она никогда не рассказывала. Вместо этого он спросил. «Как у вас идут дела с теми стихами, которые я дал вам?» «Я выучила их наизусть». «Великолепно! Вы понимаете их смысл?» Она слегка улыбнулась и тихо сказала. «Теперь
и я уповаю на Господа. Вы можете рассказать мне эти стихи? Спросил Райлан, зная, что у него есть как раз ровно столько времени, чтобы выслушать ее. Абби процитировала 2 стиха из Псалтыря. «Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у него избавление. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Вы просто осчастливили меня сегодня. Абби выглядела довольной. Райлан даже не пытался сдержать улыбку. Он смотрел на женщину, которая вдруг почувствовала интерес к Богу. И ему снова верилось в то, что Бог может спасать жителей Токен-Крик. В пятницу вечером, когда Кассиди уже собралась закрывать магазин, к ней зашел Тимоти, который работал у Джанет. «Добрый вечер!» – официально поздоровался он с серьезным видом. «Hello!» – приветствовала его Кассиди, которая до этого видела его всего несколько раз. «Меня попросили передать вам вот это», – заявил Тимоти, протягивая Кассиди листок бумаги. «Благодарю вас», – ответила она автоматически, но не сразу поняла, что других дел у него к ней не было. «До свидания», – крикнула она ему вслед и вскрыла конверт. «Вам необходимо присутствовать у меня на ужине сегодня вечером. Пожалуйста, приходите в 5:30». Внизу стояла подпись Джанет, и Кассиди засмеялась. Вдова только что была здесь, они весь день работали вместе, и при этом она ничего не сказала Кассиди. Девушка задумалась о том, что же затеяла Джанет. Закрыв магазин, она поднялась в свою квартиру, немного освежилась и переоделась в одно из своих воскресных платьев. После этого она отправилась к Джанет. Глава 19. Не успела Кассиди дойти до парадной двери Джанет, как дверь отворилась. Там снова стоял Тимоти. Он торжественно поклонился и пригласил ее войти. «Проходите, пожалуйста, сюда», – сказал он после того, как Кассиди сняла пальто. Кассиди едва не подумала, что Джанет сошла с ума. Однако она шла следом за Тимоти. Когда он подошел к дверям маленькой гостиной, то сделал шаг в сторону. Когда Кассиди вошла в гостиную, она увидела Трейса. «Трейс!» – произнесла Кассиди с легким удивлением. «Что ты здесь делаешь?» «И я ожидаю к ужину Кассиди Нортон». Только теперь Кассиди заметила в середине комнаты, неподалеку от камина, маленький стол, сервированный на двоих. В центре стола горели свечи, а их пламя отражалось в дорогих тарелках и хрустале. Кассиди оглядывалась по сторонам, все еще пытаясь понять, что тут происходит, когда к ней подошел Трейс. «Сначала самое главное», – сказал он, беря ее за руку и подводя к камину, в котором потрескивал огонь. Продолжая держать ее за руку, Трейс встал на одно колено. «О, Трейс!» Кассиди чувствовала, что у нее перехватывает дыхание. «Касси!» – начал он более низким, чем обычно, голосом. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Да», – прошептала Кассиди, не в силах сказать что-либо еще. Трейс поцеловал ее руку, потом встал и обнял ее. «Я люблю тебя, Трейс», – произнесла Кассиди те самые слова, которые хотела сказать уже очень давно, и обвела его шею руками. В этот момент Трейс больше ничего не мог говорить. Он наклонил голову и нежно поцеловал ее в губы. «Простишь меня?» – спросил он, переводя дыхание. «За что?» «За то, что я назначил дату свадьбы до того, как сделал предложение». «Я не знаю, за что тебя прощать, но если ты так хочешь, то я скажу «да». Трейсу хотелось держать ее в руках бесконечно, но с этим нужно было подождать. Он заботливо подвел Кассиди к столу и пододвинул ее стул. Как только она села, он извинился и вышел из комнаты, но минуту спустя вернулся
и сел напротив нее. Не успела Кассиди спросить, что он задумал, как стали подавать еду. Бекки превзошла саму себя. И они с Хезер, будучи в восторге от всей этой затеи, стали прислуживать гостям. Сначала перед Трейсом и Кассиди появились большие тарелки с фасолевым супом и сдобные булочки, которые на этот раз особенно удались Бекки. Кассиди была настолько удивлена всем происходящим, что не могла вымолвить и слова. И только когда они остались одни, она снова обрела дар речи. Но тут из другой комнаты послышались звуки фортепиано. Кассиди посмотрела на Трейса, с трудом веря, что он устроил все это. «Это Джанет играет?» «Да». «Неужели ты все это устроил?» «С помощью Джанет». «Я никогда этого не забуду», — сказала Кассиди. Только теперь она до конца поверила, что это был не сон. «Будем делать так каждый год?» – спросил Трейс. «Да, пожалуйста». «Попробуй суп», – предложил Трейс, настолько довольный ее восторгом, что ему было трудно спокойно сидеть на месте. Суп выглядел невероятно аппетитно и оказался таким же вкусным. И это было только начало. За ним последовало тушеное мясо с картофелем и морковью, новая порция булочек Бекки и зеленый горошек со свежевзбитым маслом. Их кофейные чашки не успевали опустошаться, а когда уже опустели тарелки, то на стол был подан трехслойный шоколадный торт, промазанный кремом. Кассиди неплохо готовила, и если у нее был рецепт, то она могла приготовить все, что угодно. Но у нее никогда не оставалось времени на изысканные десерты. Поэтому заключительная часть ужина понравилась ей больше всего. «Это было потрясающе!» – сказала она, когда ужин закончился. Она подумала о том, как приятно будет повторить такое пиршество каждый год. «Я мог бы съесть еще один кусок торта», – признался Трейс. Кассиди застонала. «А я уже не могу даже пошевелиться». Трейс засмеялся. «Поедем на ранчо?» «Мне завтра на работу», – напомнила Кассиди, хотя ей ужасно не хотелось об этом думать. «Нет, тебе не нужно на работу», – сказал Трейс. «Джанет выйдет вместо тебя». Кассиди не могла сдержать улыбку. Возможно, это был самый приятный сюрприз из всех. «О чем ты думаешь?» – спросил Трейс. «Я думаю о том, что я люблю тебя», – ответила будущая миссис Холден. Трейс улыбнулся. «Поехали домой». Кассиди была права. Она так и волновалась в воскресенье утром, что из проповеди смогла услышать не более полдюжины слов. Но она так и не успела собраться с мыслями, когда Райлан завершил свою проповедь и стал делать вступление к речи Кассиди. «Как все вы, должно быть, знаете, – начал пастор, – у Кассиди в последнее время были некоторые трудности. Это случилось после того, как в Токен-Крик приехал ее брат. Она попросила у меня разрешения поделиться своей историей с вами, а также рассказать о причине, по которой она приехала в Токен-Крик, и я подумал, что это будет хорошей возможностью для вас услышать обо всем от нее самой. Кассиди?» – пригласил ее Райлан вперед, прежде чем самому занять место в первом ряду. Трейси сжал руку Кассиди, и она пошла вперед. Она не могла скрыть своего волнения. Многие улыбались ей, и она знала, что ей нужно начинать говорить. «Моего брата зовут Эдсон Синклер. Возможно, кто-то из вас не слышал этого имени раньше, но я должна сказать, что Эдсон хорошо известен во всей округе, особенно среди банкиров, своим мошенничеством. Тем не менее, он почти никогда не попадался на месте преступления. Он сидел в тюрьме, но недолго и только по одному обвинению. Когда он приехал сюда, то выглядел как обычно.
но он нередко меняет свою внешность. В полиции имеется всего несколько достоверных изображений Эдсона. Моя семья родом из Биллинга. Мой покойный отец почти никогда не бывал дома. Он зарабатывал на жизнь азартными играми, но не приносил денег домой. Моя мать работала уборщицей у людей, пока не повредила спину. После этого ей пришлось зарабатывать починкой одежды, чтобы нам не умереть от голода. Через некоторое время она открыла собственную швейную мастерскую, работая в маленькой спальне нашего дома. Так и я научилась шить, добавила Кассиди, не зная, нужно ли об этом говорить. Несмотря на то, что Эдсон рано начал играть в карты и с юного возраста попадал в разные неприятные истории, он много лет не вовлекал в свои дела маму и меня. Но потом он стал присматриваться к клиентам, приходившим в наш дом, и продавать им фальшивые акции, рудников и прочее. Вначале мы ничего об этом не знали. Когда же моя мать узнала, она донесла на Эдсона. Кассиди перевела дыхание. Эта история так болезненно повторилась в Токен-Крик, что ей было трудно говорить об этом. Из-за действий Эдсона бизнес моей матери пришел в упадок. Люди, которые доверяли ей, стали ее подозревать. До этого наш бизнес процветал, мы много работали и содержали себя. Но наша церковь была маленькой. И прихожане не могли только своими силами поддерживать наш бизнес. Мама умоляла меня уехать и начать все сначала, что я и сделала. Но потом история повторилась, сказала Кассиди, с трудом выдавив улыбку и продолжая свой рассказ. Но сегодня я хотела поговорить не об этом. Мама дала мне денег, которые оставила ей ее мать. Эти деньги на протяжении многих лет были ее неприкосновенным запасом. Она дала мне с собой денег, велела взять девичью фамилию тети и проводила из дома. Мы не поддерживали с ней связи до тех пор, пока Эдсон не нашел меня здесь. С тех пор, как я приехала в Токен-Крик, я не посылала ей писем и не пыталась как-то с ней связаться, боясь, как бы Эдсон не нашел меня. Я взяла другую фамилию не с целью обмануть общину или жителей Токен-Крик. Я не называла людям своей настоящей фамилии только потому, чтобы Эдсон не мог отыскать меня здесь. Но это не помогло. Мне очень жаль, если вы как-то пострадали от приезда Эдсона, от его слов или действий. Иногда я думаю, что, возможно, мне следовало повести себя иначе, но подобные размышления уже ничего не могут изменить. Кассиди замолчала и снова перевела дыхание, чувствуя, что ей хочется расплакаться. Но она сдержала себя. «Не знаю, все ли я рассказала, что нужно. Я буду рада ответить на ваши вопросы, если они у вас есть». Чесвик тут же поднял руку. Кассиди улыбнулась его доброму выражению лица, и он задал свой вопрос. «Как идет бизнес сейчас, Касси? Вы сможете его продолжать?» «Да, я думаю, что бизнес выживет. Джанет предложила выкупить у меня и здание, и сам бизнес. На прошедшей неделе число заказов увеличилось, и, похоже, люди простили меня или забыли о тех вещах, которые наговорил обо мне Эдсон. А вам удалось связаться со своей матерью?» Хотела знать Пэттиэнс Дорн. «Я написала ей, но ответа пока нет. Я думаю о том, чтобы посетить ее, но не знаю, когда это будет». На мгновение в помещении стало тихо. Кассиди заставляла себя не смотреть на Трейса. Она подумала о том, что, посмотрев на него, она будет волноваться еще больше. «А что ты будешь делать после того, как Джанет выкупит твой бизнес?» – спросил Брэд. И Кассиди едва не рассмеялась. Она посмотрела на него немного сердито, но не выдержала и улыбнулась. «Вчера вечером Трейс Холден сделал мне предложение, и я ответила согласием». Как и следовало ожидать, многие засмеялись и зааплодировали. Кассиди почувствовала, что покраснела, и на этот раз взгляд Трейса, который подмигивал ей, ободрил ее. Некоторое время вопросов не было. Кассиди подумала, что ей пора сесть на место, но тут поднял руку Филипп Леферс. «А что вы могли бы сделать иначе?»
Как только я узнала, что Эдсон в городе, я думала связаться с шерифом Кадерли. Еще я думала о том, чтобы рассказать в банке о его приезде, например, Чандлеру. Я не знаю, изменилось бы что-нибудь, если бы я предупредила людей. Случилось так, голос Кассиди стал тише, что приезд Эдсона повлек за собой нападение на одного из жителей. Если бы я стала бить тревогу, возможно, нападение было бы совершено на меня. Честно признаться, я бы предпочла второе. Я всегда буду думать о том, что, возможно, я могла бы повести себя более правильно. Слушая ее, Чандлер чувствовал, как его всего трясет. Ничего подобного не приходило ему в голову. Он жалел о том, что Кассиди не пришла и не предупредила его. Но он никогда не думал, что она могла пострадать физически. От этой мысли ему едва не стало дурно. «Мне бы не хотелось прерывать вас», – сказал Райлан, вставая и проходя вперед. «Но я все же это сделаю. Наше время давно вышло, и я не хочу нарушать планы собравшихся, а также игнорировать нужды детей. Но это не означает, что Кассиди не ответит на ваши вопросы. Возможно, услышав ее историю, у вас появились новые вопросы. Вы можете встретиться с ней или поговорить со мной, и я постараюсь сделать так, чтобы Кассиди услышала ваши вопросы. Спасибо, Касси, сказал Райлан, поворачиваясь к ней, за то, что вы захотели поделиться своей историей и ответить на наши вопросы. Вы стали ободрением для наших сердец. Кассиди тепло кивнула ему и пошла к своей скамье. Райлан закончил богослужение молитвой, но Кассиди не слышала ее. Она не представляла себе, что это будет так трудно, как оказалось. Трейс взял ее за руку, не спрашивая о том, все ли с ней в порядке. Он оставался рядом с ней, пока члены общины расходились по домам. «Я хочу получить ясность», – потребовал Райлан, ловя Трейса, пока другие прихожане окружили Кассиди. «Вы пришли ко мне домой в среду вечером, прося назначить день свадьбы. Но до вчерашнего вечера ты не сделал ей предложение?» «Она так сказала?» – быстро отреагировал Трейс. «Ты знаешь, она была немного взволнована. Я сделал ей предложение в прошлую субботу. Я уверен, что так оно и было». Райлан откинул голову и засмеялся. Он похлопал Трейса по плечу и сказал ему, что они увидятся на будущей неделе. «О, Касси!» – воскликнула Пэттиэнс, обнимая Кассиди и обещая молиться за нее. «Спасибо!» – поблагодарила Кассиди от всего сердца. И Пэттиэнс была только одной из многих. Почти все члены церкви подошли к ней, говоря слова поддержки или просто обнимая. И только когда помещение опустело, Кассиди увидела, что ее ожидает Абби. «Вы действительно так думаете?» – спросила пожилая женщина. Кассиди сразу же поняла, о чем она говорит, и, не теряя времени, ответила утвердительно. «Но если бы меня не избили, я бы не послала за пастором Джарвиком», – сказала Абби. Ее слова прозвучали не столько как утверждение, сколько как вопрос. «Конечно, у Бога был свой план. Я рада, что Он включил в него и вас». Какое-то время Абби выглядела неуверенно, но потом она поблагодарила Кассиди и пошла дальше. Трейс взял Кассиди за руку и повел ее туда, где их ожидали Мэг и Брэд. Никто из них еще никогда не видел Кассиди такой измученной. Мэг заглянула подруге в глаза. «Можешь забрать меня к себе на этот день, Мэг?» – спросила Кассиди. Мэг обняла подругу. «Все кончилось, Касс», – прошептала она на ухо подруге. «Твоя жизнь продолжается». Кассиди кивнула, стараясь не думать о своей матери и желая только одного – поехать на ранчо и провести время в кругу своей будущей семьи. В воскресенье днем Трейс сидел в гостиной в полном одиночестве, смазывая свое ружье, а в его голове звучали отрывки из проповеди Райлана. Пастор сказал, что верующие во Христа должны быть довольны во все времена.
и должны двигаться вперед и трудиться, чтобы укреплять свое повиновение Богу. Трейс думал о том, что это была одна из самых глубоких мыслей, которые когда-либо высказывал Райлан. Лично ему было легко быть довольным сейчас и желать, чтобы все оставалось так, как есть. Кассиди любила его, и он любил ее так, что нельзя было выразить словами. Через 6 недель они поженятся, и как только позволит погода, приступят к постройке дома. Вместе с тем Трейс знал, что истинное удовлетворение должно вытекать из его отношений со своим Спасителем и Богом. В последнее время Кассиди так сильно занимала его мысли, что часы, проводимые в чтении слова и молитве, не вызывали у него особенного энтузиазма. В данных обстоятельствах любое утверждение о том, что источником его удовлетворения был Бог, было бы лживым. Трейс начал от всего сердца молиться. Он исповедал Господу то, что он позволил Кассиди встать между ним и Богом, и что он не хотел этого. «Я признаю, Господи, что сместил Тебя из центра моего сердца. Помоги мне видеть, что это грех, и больше так не делать. Ты свят и заслуживаешь того, чтобы безгранично царить в моем сердце. Пожалуйста, помоги мне не забывать об этом. Помоги мне быть на страже своего неверного сердца. Очень скоро мне придется стать таким мужем, какой нужен Кассиди. Я не знаю, как это сделать, если в первую очередь я не буду послушен Тебе, как Твое дитя. Дай мне обновленную жажду по Тебе, Господи. Помоги мне видеть, как сильно я нуждаюсь в Тебе, и перестать полагаться на себя». Трейс потянулся за Библией, которую Мэг всегда держала на столе в гостиной. Он открыл стих в 5 главе Евангелия от Матфея, на который обращал особое внимание Райлан, и посвятил некоторое время тому, чтобы заучить его наизусть. Его жажда Бога должна была стать сильнее, и этот стих он хотел хранить в сердце, чтобы никогда не забывать об этом. Через 4 часа после прибытия на ранчо Кассиди тихонько спустилась по лестнице вниз. На протяжении всего обеда у нее слепались глаза, и тогда Брэд предложил ей идти наверх. Поскольку у нее была своя комната, она просто повесила платье на плечики в шкафу, забралась в постель и минуту спустя уже спала. Она крепко проспала 2 часа и проснулась, снова чувствуя себя бодрой. Она подумала о своей матери и помолилась за нее, сдерживая рыдание. Это само по себе говорило Кассиди о том, что в последнее время она просто не досыпала, и ее нервы были напряжены. «Ну, привет!» – поздоровался Трейс с Кассиди, которая не сразу заметила его. Он слышал ее шаги на лестнице и только потом увидел ее. «Привет!» – ответила Кассиди с улыбкой, садясь рядом с ним. Трейс взял ее за руку и спросил, как она отдохнула. «Как медведь в берлоге. Это было чудесно!» «Ты распустила волосы», – прокомментировал Трейс, проводя рукой по ее теплым прямым волосам. «Пока я спала, прическа испортилась, и я не стала ничего делать с волосами». «И я не жалуюсь», – сказал Трейс, наслаждаясь их видом. «Ну», – ответила Кассиди, становясь практичной. «Любуйся ими, пока можно, потому что следующим летом мне снова придется убирать их с шеи». «Мне они нравятся и в прическе», – сказал Трейс ласково, – «но не так сильно». «Это было ужасно вежливо с твоей стороны», – пошутила Кассиди, зная, насколько больше ему нравились распущенные волосы. «Знаешь, когда я впервые заметил твои распущенные волосы?» «Когда?» «В ту ночь, когда родилась Саванна. Когда я вернулся от доктора Эрца, я нашел тебя на кухне, и твои волосы были распущены». Трейс немного покачал головой. «Мне было нелегко промолчать и не сказать тебе, что я подумал в тот момент». «А мне и в голову не пришло». «А еще тебе и в голову не пришло, что после того, как ты пришла сюда и заснула, и я накрыл тебя одеялом, а потом я долго смотрел на тебя спящую». Кассиди удивленно открыла рот, и Трейс наклонился, чтобы поцеловать ее. «Скажи мне, Трейс,
наконец спросила Кассиди. «Почему вы так долго искали друг друга?» «Я думаю, что мы нашли друг друга уже давно. Мы просто не хотели рисковать. И раз уж об этом зашла речь, скажи мне, когда ты поняла, что любишь меня?» «Ты нравился мне давно», – заговорила Кассиди. «Но я не знала, хочу ли я навсегда связать с тобой свою жизнь. Это изменилось, когда ты стал волноваться о том, что я остаюсь в субботу вечером одна в городе. Я едва не поцеловала тебя прямо тогда». «Мне бы это понравилось», – сказал Трейс тихо, и Кассиди просто посмотрела на него. Трейс посмотрел на нее в ответ. Чувства переполняли их, но до свадьбы они должны были сдерживаться. «Как ты смотришь на то, чтобы поиграть в подковы?» «Я думаю, что это хорошая идея», – согласилась Кассиди. Она поднялась, чтобы сходить за свитером. Через несколько минут они оба вышли на улицу, держа в руках подковы и стараясь соблюдать дистанцию. «Саванна!» – сказал Брэд твердым голосом, обращаясь к своей плачущей дочери. Он наклонился над колыбелькой, но не взял ее на руки. «Мы приучили тебя к рукам. Мне жаль, что мы это сделали. Ты сейчас сухая и сытая, поэтому я не возьму тебя на руки». Скрипя сердце, Брэд смотрел на то, как она плачет. Потом он ушел. Мэг ожидала его, следя за ним глазами и зная, как это трудно. Они и вправду сами приучили ее к этому. Всегда находились руки, готовые взять Саванну, и двухмесячная девочка начинала плакать без всякого повода. «С ней все будет в порядке», – сказала Мэг не столько Брэду, сколько себе. «А со мной?» – спросил Брэд, услышав, как открылась кухонная дверь. «Не бери ее на руки», – сказал он входящему Трейсу, который только что отвез Кассиди в город. «Почему?» «Мы слишком много держим ее на руках, и она уже требует этого». Трейс сел в гостиной с братом и невесткой, но явно не мог расслабиться. «Хорошо», – сказал он наконец. «Но чувствуете ли вы себя при этом такими же счастливыми, как я?» Не успел Трейс произнести эти слова, как плач прекратился. Негромкие звуки из колыбели говорили им о том, что она не заснула. Мэг прошептала, что малышка, должно быть, нашла свой большой палец. «А теперь ее можно взять?» – спросил Трейс, едва удержав себя от того, чтобы не пойти прямо к ней. «Нет», – сказал Брэд, которому хотелось того же. «Как продвигаются ваши планы?» – спросила Мэг, надеясь отвлечься. «Хорошо», – ответил Трейс. «Мы прогулялись к тому месту, где будет стоять наш дом, и Каз была в восторге». «Она говорила тебе, что хочет большое крыльцо?» – спросила Мэг. Трейс начал отвечать на ее вопрос, но тут Саванна заплакала снова. «Ну, пожалуйста, Брэд!» – просил молодой человек. Брэд кивнул, и Трейс не стал терять ни секунды. Когда он устроился в кресле с малышкой на руках, Брэд заговорил снова. «Мы все должны начать работать над этим. Нехорошо, что Саванна уже считает себя центром вселенной». Никакие другие слова не могли бы коснуться Трейса больше. Его собственное осознание того, что он сместил Бога из центра своей жизни, было еще свежо в памяти. И он слишком любил эту малышку, чтобы не желать для нее самого лучшего, а именно того, чтобы центром ее жизни был Бог. «Когда вы поменяете часы работы?» – спросила Кассиди у Джанет в понедельник утром. Они уже обговорили все детали, готовясь к тому, чтобы заключить сделку. «Думаю, что я помещу в газете объявление», – размышляла Джанет вслух, не отвечая на вопрос Кассиди. «Это хорошая идея. Почему мне никогда не приходило это в голову?» Джанет засмеялась и добавила. «Возможно, я изменю расписание работы с начала ноября. Вы все еще будете здесь, чтобы помочь мне. Но даже если вы будете заняты и не сможете быть здесь, то я как-нибудь справлюсь». «Отлично», – сказала Кассиди, но тут их прервали. В дверь вошел Халстон, и сердце Кассиди упало. Она больше не хотела иметь дело с Хирамом Брикелем. «Доброе утро»,
поздоровался Халстон. И я хочу сделать заказ. Конечно, Халстон. Кассиди никогда бы не стала выказывать свое недовольство по отношению к этому доброму человеку. Для мистера Брикеля? Вообще-то нет. О, удивилась Кассиди, а стоящая рядом Джанет едва не рассмеялась. Мне нужно 2 рубашки, сообщил ей Халстон, с трудом сдерживая улыбку. Ну, сказала Кассиди, все еще приходя в чувство. Если вы позволите мне снять мерки. Тут Халстон улыбнулся. Он видел, что она была удивлена, и как Джанет находил это очень забавным. Кассиди не привыкла, чтобы над ней смеялись, но это не имело значения. Это был еще один заказ, и он подтверждал ее надежды. Токен Крик снова готов поддерживать ее бизнес.